Всем привет, это Ольга. Сегодня я хочу вам рассказать об одном упражнении из книги Джули Кэмерон «Золотая жила». Я уже много говорила о Джули Кэмерон в своих предыдущих видео. Если кто не знает, это американская писательница, автор, сценарист и автор курса «Путь художника», который помогает не только художникам, вообще всем творческим личностям развить себя, выявить какой-то скрытый свой творческий потенциал. Для многих, кто в тупике находится, это бывает очень полезно. И сегодня я хочу дать упражнение из ее книги «Золотая жила». Что-то я, может быть, тоже об этой книге уже говорила. И эта книга, она идет после книги «Путь художника». И я, конечно, рекомендую сначала прочитать «Путь художника», потом приходить к «Золотой жиле», потому что там более углубленные уже такие задания. То есть это практический курс, у нее всегда он разделен на 12 недель, и в каждой неделе есть определенная тема, и вы делаете какие-то упражнения. И я решила, что я, наверное, буду сейчас давать небольшие такие упражнения для тех, кому трудно дойти до этой книги, и это бывает очень тоже хлопотно, и нет времени. А есть настолько интересные эти упражнения, задания творческие, которые мне очень сильно помогли и помогают. Я все время перелистываю, перечитываю какие-то главы. Очень рекомендую это иметь, ну, по крайней мере, для меня. Мне важно иметь это в бумажном варианте, потому что я вот делаю себе всякие пометки, наклеиваю всякие листочки, подчеркиваю. То есть, ну, кто как взаимодействует. Мне удобно так, может быть, кому-то удобно в электронном виде. Итак, задание, которое я сейчас вам дам, оно называется «5 тайных личностей». О чем идет речь? Речь идет о том, что внутри нас, да, живут какие-то еще скрытые личности, помимо той как бы основной роли, которую мы играем уже вот будучи взрослыми, да. То есть мы привыкли иногда о себе думать в каком-то только одном узком ключе. То есть если, например, вы мама, да, вот вы приняли эту роль, да, и видите себя в какой-то вот одной такой рамке, да. Если вы, может быть, там, не знаю, фотограф, да, то вы себя видите в одной такой роли. Это задание, которое предлагает Джулия, оно помогает немножко расширить, выявить вот то скрытое, что может быть не на поверхности, но то, что у вас внутри есть, и это поможет вам в творчестве, в развитии. То есть вот как она пишет: отыскивая и выпуская на волю свои тайные личности, вы сумеете лучше понять себя и таким образом творчески развиваться. Ну, то есть хороший пример, да, чтобы понять, о чем вообще идет речь, это вот, например, да, как на маскарад, на Хэллоуин. Предположим, да, вам нужно пойти, и вы хотите выбрать какой-то образ. Вот какой это будет образ? Какая есть вот такой скрытый образ, который вам очень хочется на себя примерить. Вот начните с этой идеи, и таким образом сделайте 5 таких личностей. Придумайте им имена. То есть это может быть вне зависимости, да, от пола, вне зависимости от возраста, да, может быть, это для кого-то учительница, для кого-то это, не знаю, там, какой-то мужчина, какой-то, не знаю, там, волшебник или какой-нибудь горнолыжный спортсмен. То есть я просто так сейчас то, что приходит. То есть это, конечно, немножко такое психологическое упражнение, но часто именно в творческом, да, в творчестве и в творческом развитии нам нужны такие вещи. И искусство и творчество, я тоже считаю, что это во многом такая тоже психологическая практика. Поэтому ваше задание найти эти личности. Как это сделать? Уделите себе какой-то момент времени, да, минут 20, уединитесь желательно, включите какую-то музыку приятную, зажгите какой-то аромат. То есть создайте себе вот такую какую-то атмосферу волшебства и задумайтесь и пропишите себе вот эти образы. То есть найдите их именно 5. Если с этим есть трудности, да, сразу, то можете просто сначала прописать то, что вы любите, то, что вам нравится, и прикинуть, какая из ваших частей, да, вот и какая из этих личностей предложила вот это, а какая предложила это. Потому что я уверена, что вы тоже часто в себе находите какие-то противоречивые предпочтения, которые, может быть, вы иногда и в себе не принимаете. И все это вы, все это ваша тоже личность.
Поэтому вы можете тоже сначала вот сделать список ваших таких предпочтений, то, что вы любите, и уже от этого посмотреть, да, кто это. То есть я вам предлагаю прям вот так поиграть и придумать им имена. Может быть, да, на какой-то следующий праздник вы именно вот тоже выберете себе такой образ для какого-то переодевания, маскарада. Что еще? Какое продолжение этого может быть занятие, задание? То есть, когда вы уже придумали, да, выявили вот эти личности, вы можете немножко прописать, какая у них жизнь. Вот это тоже важно. То есть, какой была бы ваша жизнь, например, если бы доминировала вот эта, например, личность. То есть у вас 100% будут какие-то персонажи, которые будут более скучные, какие-то более веселые, бесшабашные. То есть вот минут по 5 продумайте, да, поразмышляйте, что было бы в вашей жизни, да, если бы вот в ней была бы только, например, такая личность, да, она рулила вами. То есть, опять же, это вам поможет немножко обогатить ваше творчество, посмотреть более широким взглядом то, что вы делаете, не таким однобоким, да, если вы как-то привыкли в одном ключе думать о себе, о своих проектах, да, о том, о вашей теме, да, что вы делаете. Возможно, вот здесь вот какие-то будут сюрпризы, и, может быть, какое-то освобождение, да, будет в этом. И это обязательно скажется на вашей живописи или каких-то еще, да, ваших направлениях творческих. Я напоминаю, что это не только для визуальных художников, это для всех, в принципе, подходит, кто каким-то образом касается творчества. Это и для тех, для кого это профессия, и для тех, ну, у кого это просто хобби, может быть. И это, мне кажется, 100% также в жизни, в вашу жизнь тоже обогатит, даже если вы просто как хобби занимаетесь каким-то творческим делом. Да, если вы не хотите пропустить следующее видео, нажмите вот сюда и подпишитесь. Вот я с вами прощаюсь. Все, всем пока.